начальном периоде правления Сурхай-хана известно очень мало. Первым информатором здесь выступает Саид Габиев, который пишет, что еще будучи 16-летним мальчиком, Сурхай-хан мечтал о набегах на богатые закавказские страны. И вот, сделавшись вождем лакцев или на лакском леков, он решил во что бы то ни стало осуществить свою заветную мечту. И спустя 2 года после избрания ханом Чулак-Сурхай-хан совершил набег на богатую Грузию, и затем еще несколько лет подряд Сурхай ежегодно совершал удачные набеги на Грузию. Обеспечив свою дружину трофеями и богатствами, после этих походов он сам уже не принимал в набегах никакого участия, предоставив делать их другим. То, что Сурхай в начале своей политической деятельности совершал набеги на Грузию, подтверждает и историк Али Каяев. 1732 год – это год взятия Грузии Сурхай-ханом. Об этом также свидетельствует запись одного из ученых по имени Будун Мамма, который сделал следующую запись в своей книге договоров, составленного неким человеком. Этот договор составлен в день прибытия Сурхай-хана в Грузию, и свидетелем этого является сделавший эту запись Будун Мамма Кубудинский. Надо заметить, что при этом Сурхай давал указания, чтобы нападения совершались только на дома богатых тавадов, то есть князей. Но не только накопление богатства было целью набегов Сурхая в богатые закавказские страны. Эти походы нужны были, чтобы завоевать за авторитет среди горцев, для которых личная храбрость, как и удачливость в войнах, были необходимым условием для всеобщего уважения. Надо заметить, что представлять набеги леков, то есть дагестанских горцев, как нечто совершаемое только дагестанцами, неверно. Не меньше набегов на Дагестан совершали и грузины. Просто свои нападения представляются ими в качестве завоевательных походов, а походы леков как средство грабежа, то есть первые понимаются грузинскими авторами как что-то прогрессивное по отношению ко второму. Набеги – явление свойственное феодализму, через него прошли все народы, испытавшие на себе этот общественный строй. Относительно конкретных завоеваний нового газикумухского предводителя Али Каев пишет: Сурхай был предприимчивым, энергичным и деятельным человеком. Как только стал Халавчи, он отправился в оставшийся без правителя Кюринский округ, завоевав его и подчинил себе. Этот же факт озвучивает и Саид Габиев. Имея удачу во всем, Сурхай упрочил за собой славу храбрейшего из лаков, а потому неудивительно, что народ готов был выступить поголовно по первому его призыву. Привязав к себе весь народ, Чулак-Сурхай-хан ловко воспользовался его преданностью для завоевания соседних земель. О высоком авторитете Сурхая среди своих земляков говорит и Гасан аль-Кадари. Он говорит следующее. Получив известность под именем Чулак-Сурхай, он снискал среди своих земляков безмерную преданность и расположение в газикумухском владении. Также Гасан аль-Кадари говорит, Чулак-Сурхай совершил военные походы в соседние слакие земли в целях расширения своих владений, в результате чего многие лезгинские сельские общества, такие как Верхний Сталь, Средний Сталь, Нижний Сталь, Харам, Кирка, Верхний Яраглар и Нижний Яраглар, Касумкент, Нижний Арах, Испик, Хуту, Загребкент, Магарамкент и другие вошли во владение Чулак-Сурхая. Газикумухское ханство расширило свои границы от Кумухского Кайсу до Кюри и далее до азербайджанского Ширвана. Новый правитель сумел создать внутри своего государства нетерпимое отношение к воровству. Такое отношение населения было настолько устойчивым, что чуть менее 100 лет после описываемых нами событий комендант Кизлярской крепости и командир Кизлярского гарнизонного полка полковник Ахвердов писал: против всех владельцев у него, то есть Сурхай-хана II Газикумухского, примерное то, что во всем владении его слова вор нет. Так что проезжающие наши армянские купцы с шелками и другими шелковыми товарами бросают связки на улицах возле того дома, где имеют ночлег. А если бы кто и лошадь усталую под вьюком должен был бросить среди степи или гор? Наверное, поутру же сыщет, если зверьми не растерзано. Ведь это было довольно-таки смутное время, когда разбойничьи отряды сновали по всему Дагестану. Если во внешней политике Сурхая I завоевательные походы занимают важное место, то не меньшее значение имеют и мероприятия внутренней политики государства. Речь идет о перестройке самой столицы. Прежде чем предпринять что-либо против соседей, Сурхай укрепил Газикумух, построил сильную крепость на месте, выбранном очень удачно в стратегическом отношении. Таким же образом он укрепил несколько аулов, охраняющих проходы в Газикумух, сообщает Саид Габиев. Перестройка Газикумуха заключалась не только в его укреплении и постройке сильной крепости, а в коренном переустройстве города. До вступления Сурхай на должность предводителя он представлял собой несколько разбросанных и отстоящих друг от друга на некотором расстоянии поселений. Главным из них, вероятно, являлся Кибади, который был расположен, как писал Каев, там, где находилась Кумухская Кадиевская мечеть.
Ниже Кибади вся восточная от него сторона была занята кладбищем. Кладбище было старинное, многие надгробные памятники ушли в землю, и только макушки надгробий служили напоминанием о тех, кто составлял славное прошлое этого мусульманского центра Нагорного Дагестана. Подтверждением сказанному является то, что почти весь Нижний Кумух стоит на древнем многоярусном кладбище. Аликаев пишет: территория от кладбища, расположенного рядом с Цувадинской мечетью, до могилы Гази Каландара, тоже была древним кладбищем. Возвышение, которое Каяев называет могилой Гази Каландара, расположен рядом со знаменитым Кумухским прудом Гумучел-Кунбяр. Этот пруд, как установлено в наше время, был построен на кладбище, и старожилы утверждали, что его дно обложено каменными плитами из этого кладбища. Кладбище йеменцев Ямани-Хаттару располагалось юго-восточнее пруда. Вокруг древней Газикумухской джума-мечети тоже было кладбище. Сурхаю предстояло спроектировать и отстроить, можно сказать, совершенно новый город. Был сделан план строительства дорог, которые бы помогали разворачиваться в самом Газикумухе и спокойно вести торговлю. Также эти дороги были нужны и для ввода в город тех или иных торговых караванов в свободном движении. Большой единый город, каким стал Газикумух, имел конкретное преимущество перед своим предшественником. Укреплялись хозяйственные связи, росло политическое, социальное и военное единство населения, которое становилось мобильным во всех отношениях. Сурхахан прекрасно понимал, что для его амбициозных планов в отношении земель Ширвана и Шимахи нужны экономически крепкие основы. И он прекрасно понимал, что невозможно наладить торговлю, которая является основой экономики, без наличия безопасных дорог. Поэтому бросил все усилия для обустройства своих земель дорогами, которые придадут как мобильность его войскам, так и свободу и безопасность торговли в его землях. О том, что Сурхай был большим охотником строить, мы имеем подтверждение из русских источников, в которых говорится буквально следующее. Прибывшие из Кумуха 24 апреля 1732 года толмачи Ибрагим Сующев и Раджаб Абдурахманов сообщили, что были они там 27 марта. Были приняты Сурхаем в новом городке на холмах с 4 башнями, где имеется вооруженный круглосуточный караул из 30 человек. В этом же городке они видели 4 русских пленных, которые сказали, что у Сурхая содержится один русский капитан, женившийся на местной с понуждением. Они же узнали, что строит де Сурхай новый город из 3000 лавок и несколько караван-сараев или гостиных дворов построил, и всяких мастеровых людей от всех сторон собирает. Начинание Сурхая стало великой перестройкой. Такого строительного бума не видела страна гор давно или вообще не видела. Прежде всего была сделана разметка главной улицы и были намечены места размещения магалов, а также мечетей и площадей. После разметки улиц начали строить мечети, приглашались мастера из других аулов и других национальностей. Лучшие из них направлялись на строительство мечетей. Камни для мечетей обрабатывались более тщательно, чтобы плотнее прикладывались друг к другу. Из-за этого и сами здания сразу становились стройными и изящными. Над каждым магалом, то есть кварталом, возвышалась Магальская мечеть. Кроме магальских мечетей имелась еще и Кадиевская, то есть там, где заседал судья. Самой большой и древней мечетью была Джума-мечеть, которая была построена еще в 722 году по христианскому летоисчислению, и она является одной из наиболее древнейших мечетей на постсоветском пространстве. От себя лично Сурхай построил еще одну мечеть. Построенная Сурхаем мечеть Газикумуха считается одной из красивейших мечетей, построенных в Горном Дагестане. В Газикумухе также была обновлена Бурхайкала, то есть крепость на гребне или крепость на саблевидном холме. В результате всех этих преобразований город приобрел совершенно другой вид. Перестройка города длилась не 1 год, но главная задача придать населению города настрой жить вместе была реализована в первые годы правления Сурхая, и население полностью осознало, что правитель заботится о них и заботится о их государстве, и они отвечали ему и ответят в будущем тем же.